Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать вот такой вот бабушкин квадрат и поделюсь всеми секретами по его вязанию, чтобы он был абсолютно ровным и чтобы красиво переходили цвет с цвета и не было видно перехода с цвета на цвет. Я буду вязать из вот такой пряжи. У меня всего здесь будет 6 разноцветных рядов. Пряжу можно использовать абсолютно любую. Некоторую даже можно использовать в 2 сложения, которая тонкая. Нужна пряжа приблизительно, чтобы в 50 граммах было 100 метров. И вяжу я крючком номер 4,5. Вы можете взять абсолютно любую пряжу, которая вам понравится, и крючок, который подходит к этой пряже, и связать бабушкин квадрат. У меня бабушкин квадрат будет с длиной стороны приблизительно 18 сантиметров. Давайте начинать вязать. Я делаю первую петлю, делаю ее вот таким образом. И подхватываю крючком, затягиваю нить. И вот получили первую петлю. И теперь я набираю 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Замыкаю ряд в круг, в кольцо с помощью соединительного столбика. Протягиваю крючок в первую петлю и провязываю соединительный столбик. Теперь я вяжу 3 воздушные петли подъема. Это единственный ряд, в котором воздушные петли подъема присутствуют. Дальше их не будет. Накид. В центр круга я вяжу столбик с одним накидом. Еще один столбик с накидом. Итого, с учетом воздушных петель подъема, у меня здесь 3 столбика. Теперь я вяжу 2 воздушные петли, чтобы отделить одну группу столбиков с накидов от другой. И опять вяжу 3 столбика с накидом. Опять вяжу, потому что там я воздушные петли подъема посчитала за столбик. Второй столбик с одним накидом. И третий столбик с одним накидом. И теперь опять я вяжу 2 воздушные петли, чтобы отделить следующую группу из 3 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй, и сейчас я буду вязать третий столбик. Это у нас уже, если можно так выразиться, третья группа из 3 столбиков с накидом. 2 воздушные петли, нам всего нужно 4, поэтому я вяжу еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, и третий. Теперь опять 2 воздушные петли, и вот мы снизу считаем 1, 2, 3, в третий мы вяжем соединительный столбик. В третью воздушную петлю вяжем соединительный столбик. Итак, первый ряд готов. Обрезаем нить, закрепляем ее, вот так, затягиваем. И вот смотрите, у нас здесь торчит хвостик. И следующий ряд, вот видите хвостик, и следующий ряд мы будем начинать не вместе хвостика, а с обратной стороны, вот здесь. Это нам позволит сделать наш квадрат идеально квадратным, чтобы он у нас не косил. Итак, я вяжу теперь такой блестящей розовой нитью. Вяжу я в 2 нити, потому что она тоньше, чем мне нужно. Делаю первую петлю, затягиваю. Теперь рабочую нить кладу на палец, делаю накид. И теперь вторая уже хитрость.
как во всех следующих рядах, чтобы у нас не было воздушных петель подъема. Делаем такой волшебный столбик. Вот так провязываем. Теперь через первые два провязываем, протягиваем нить и опять протягиваем нить. И получается, мы имитировали столбик с одним накидом. И вяжем еще два. Второй столбик с одним накидом и еще один столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли и сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом и получаем такую арку. Эти арки мы будем вязать по углам нашего бабушкиного квадрата. Пока у нас как раз и все углы, поэтому мы в каждый угол вяжем арку из 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. По мере того, как у нас будет увеличиваться количество рядов, у нас будут появляться и другие столбики, точнее другие арки. Сюда же опять 3 столбика с одним накидом. Третий. Эти хвостики мы пока убираем, потом в конце, когда мы довяжем наш бабушкин квадрат, мы их замаскируем. Провязали вторую арку, третью вяжем точно так же, я вам ее показывать не буду. Встречаемся на 4. Здесь опять 3 столбика с одним накидом. Третий. 2 воздушные петли. И опять 3 столбика. Последний, третий. И сейчас мы начало и конец ряда будем соединять соединительным столбиком. Вот самую первую петлю, которую мы набирали в самом-самом начале, это была самая первая петля, с чего мы начинали вязание этого ряда. Сюда протягиваем крючок и соединительным столбиком соединяем. Второй ряд готов, отрезаем нить. Закрепляем ее. Подтянули. И вот у нас хвостик получается вверху, вот здесь. Значит, мы будем начинать вязать с угла другого, вот с этого угла. И так каждый ряд мы будем начинать с угла другого, нежели там, где располагается конец нити предыдущего ряда. Следующий я буду вязать вот такой пряжей. Ее я буду вязать в одну нить, потому что она как раз нужной мне толщины, приблизительно в 50 граммах 100 метров. Делаю первый узел, кладу рабочую нить на палец, накид, беру бабушкин квадрат и вот здесь протягиваю петлю и теперь вяжу по принципу столбика с одним накидом. И этот столбик полностью имитирует столбик с одним накидом. Вяжу еще один и, естественно, еще один. Можно вязать дальше либо 2 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом, так же, как мы делали, но можно пойти чуть другим путем. И, допустим, вот здесь в середину вязать 3 столбика с накидом. Второй. Получается, мы начали на углу, но арку до конца не довязали. Мы ее довяжем, когда будем этот ряд заканчивать. Здесь провязали 3 столбика с накидом. Теперь опять идем к угловой арке и в нее вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Второй, третий, 2 воздушные петли
И опять 3 столбика с накидом. Как я уже говорила, на всех угловых арках мы вяжем такие же угловые арки. Из 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. А между, вот как дальше, мы вяжем просто по 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Дальше у нас опять угловая арка и вяжем в нее 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Так, вяжу первый столбик с накидом, второй, третий, 2 воздушные петли на углу бабушкиного квадрата и еще 3 столбика с одним накидом. И вот так вот чередуем. Здесь вот арка по углам, а в серединке мы просто вяжем группы столбиков с одним накидом по 3 штуки. Здесь тоже 3 столбика с одним накидом. Здесь угловую арку, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Этот ряд я покажу вам подробнее, следующий покажу тоже, но уже чуть в более сокращенном виде. 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. И вот при вязании бабушкиного квадрата 2 основные хитрости именно при чередовании цветов. Это начинать новый цвет не в том месте, где закончили предыдущий. И второе, в начале каждого ряда имитировать столбик с накидом так, чтобы его вообще не было видно. И в таком случае бабушкин квадрат будет выглядеть аккуратно, и он будет выглядеть как квадрат и не будет косить. И при этом не будет у нас воздушных петель подъема, по которым можно будет понять, где у нас начинается ряд. И вот мы доходим к последней арке. Здесь вяжем 3 столбика с одним накидом. Третий. Теперь нам нужно связать 2 воздушные петли. И потом мы в первую петлю вяжем соединительный столбик. Таким образом соединяем начало и окончание ряда. Ниточку обрезаем, я уже здесь ее обрезала, и закрепляем, как обычно. Закрепили. И покажу вам еще один ряд. Вяжется он по такому же принципу, но для закрепления покажу еще раз. Вот у нас здесь мы закончили вязать, здесь будем начинать вязать следующий ряд. Я буду вязать его довольно интересной пряжи. У меня в 2 нити это меринос с акрилом и вот такая ниточка яркая, чтобы квадрат у меня был блестящий. Делаю все то же самое, петлю первую вот таким образом затягиваю, рабочую нить кладу на палец указательный, делаю накид, беру свой квадратик и здесь вяжу 3 столбика с одним накидом. Это первый. Дальше второй. При вязании бабушкиного квадрата можно использовать вообще любую пряжу, и блестящую, и похожую немножко на дождик, и даже травку. Использование пряжи травка позволит даже так немножко более интересным сделать бабушкин квадрат, но я здесь вам ее не показываю, потому что даже с этой пряжей уже плоховато видно. Но поскольку мы уже все хитрости
вязание бабушкиного квадрата освоили, поэтому здесь я вам показываю с такой пряжей ряд, которая похожа на новогоднюю мишуру. Итак, угловую арку мы связали, как обычно. Здесь мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Видите, в предыдущем ряду у нас между угловыми арками было только одна группа столбиков из 3 столбиков с одним накидом. В этом ряду плюс 1 на каждой стороне. Вот мы провязали, и здесь опять вяжем такую же группу из 3 столбиков с одним накидом. И при вязании, когда вы будете вязать, если вы будете вязать еще последующие ряды, то в каждом последующем ряду на каждой стороне у вас будет еще по плюс такой группе столбиков из 3 столбиков с одним накидом. Первую провязала, еще 2. Угловую арку вяжем точно так же. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Получается, что воздушные петли мы используем здесь только при вязании угловых арок, для того, чтобы у нас формировались углы нашего квадрата. Между этими угловыми арками мы воздушные петли не используем. В этом случае квадрат будет хорошо смотреться и не будет расхлябанным. Итак, в угловую арку вяжем еще, после 2 воздушных петель вяжем еще 3 столбика с одним накидом. И продолжаем этот ряд вязать по той же схеме, по которой мы уже привыкли. Вот уголок готов. И дальше вяжем здесь 3 столбика с одним накидом. И так по кругу мы доходим. Я довязываю последние 3 столбика с одним накидом в этом ряду. Последний столбик с одним накидом. И соединяю начало и окончание ряда. Вот я беру первую петлю и вяжу за нее соединительный столбик. Провязала, отрезаю нить, также ее закрепляю. Вот, в принципе, и все хитрости вязания бабушкиного квадрата. Причем вязать его можно абсолютно любого размера. Вот мы связали такой, но я еще буду довязывать 2 ряда. Эти хвостики потом в конце будем маскировать, я покажу вам как. У меня еще в планах 2 ряда. Сейчас я вам покажу, какие у меня еще цвета остались. Вот у меня ряд будет из такой пряжи, я буду вязать в 2 нити. И буду обвязывать серой пряжей тоже в 2 нити. Вяжу точно по такому же принципу. Вот где хвостик у меня, значит я буду начинать на другой стороне квадрата. Вот здесь. Скорее всего, можно даже из другого угла начинать, где вам нравится. Здесь я вяжу угловую арку. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Здесь 3, 3, 3. Здесь арка угловая. И потом опять 3, 3, 3. И так вот я вяжу один ряд и еще один ряд. И итого у меня вот такой получился бабушкин квадрат. Длина стороны у него приблизительно 18 сантиметров. Вы можете вязать любой величины квадрат и использовать абсолютно любую пряжу, которая вам нравится. С лицевой стороны смотрится он у нас отлично. Но когда мы повернем на изнаночную сторону, там вот целая куча разных хвостиков нитей. Это все нужно замаскировать.
Маскировать можно с помощью иглы или крючка. Я вязала крючком 4,5. Маскировать я буду крючком 2,25. Так мне удобнее. Вы берите тот крючок, который вам удобнее. И теперь мы будем маскировать хвостики нити. Я вам покажу тот вариант, который использую я. Вы можете использовать абсолютно любой, который вам нравится. Главное, чтобы потом при эксплуатации эти кончики нитей не вылезали. Можно, в принципе, просто обрезать, но для надежности можно вот этот хвостик, который к полотну вязаному, еще дополнительно закреплять текстильным клеем. Поэтому вы делайте, как посчитаете нужным. Можно оставить и без клея. Можно же дополнительно укрепить еще текстильным клеем. Я здесь именно в примере текстильный клей не использую. Но для надежности можно это делать. И вот так вот в петлях мы последовательно маскируем абсолютно все хвостики нитей. Покажу вам еще, вот как я вот здесь маскирую. Можно либо все вместе, вот даже эти 3 ниточки маскировать, можно каждую по отдельности. Возможно, даже каждую по отдельности будет удобнее, так они будут максимально незаметны. Вот так я протягиваю. И вот так последовательно все торчащие хвостики мы прячем. Можно при желании сразу при вязании их максимально маскировать, можно и в самом конце. И вот так я последовательно прятала все кончики нитей. Это у меня лицевая сторона, а с обратной стороны изнаночная. И тоже очень аккуратная, и никаких хвостиков вообще не видно. Спасибо, что были со мной и вязали со мной бабушкин квадрат.